Всем привет! Темой нашего сегодняшнего видео будет «Почему в Харькове не самая дешевая коммуналка в Украине?». Тарифы на коммунальные услуги, если вы возьмете по всем городам Украины, у нас самые низкие. Как-то похвалился мэр Харькова Игорь Терехов на встрече со студентами. Давайте проверим, действительно ли это так. Цены на отопление, водоснабжение и квартирную плату в Харькове действительно одни из самых низких в Украине, но не самые маленькие по всем категориям. Последний раз тарифы коммунальных предприятий в Харькове повышали в январе 2022 года. В первые месяцы полномасштабного вторжения в городе не работали банки. Почти все почтовые отделения закрылись. Большинство жителей уехали, а остальным опасно было выходить на улицу. Поэтому в горсовете разрешили за коммуналку не платить. Отменить это решение пришлось уже в конце мая, когда в мэрии поняли, что без денег коммунальные предприятия не выживут. Так что с 1 июня 2022 года харьковчане должны платить деньги за коммунальные услуги, как и остальные украинцы. Главные коммунальные расходы во всех регионах страны в холодное время года – плата за отопление. В Харькове в однокомнатной квартире в холодные месяцы только за эту услугу может набежать в среднем 802 тысячи гривен, в зависимости от погоды. К счастью, слишком холодные зимы в течение 3 последних военных лет не встречались. Плата за отопление в Харькове относительно невысокая – 1539 гривен 50 копеек за 1 гигакалория, или при отсутствии счетчиков чуть больше 39 гривен за квадратный метр. Для сравнения, самые высокие цены на отопление в областных центрах Украины: Херсон – 2002 гривны 16 копеек за 1 гигакалорий, Ровно – 1913 гривен 16 копеек, Николаев от 1873 гривен 39 копеек до 1999 гривен 8 копеек. В большинстве крупных городов Украины тарифы на тепло не одинаковы для всех потребителей и разнятся в зависимости от типа дома и снабженческой компании. Например, во Львове нет монополиста, как харьковские тепловые сети. Поэтому стоимость тепла в городе колеблется от 1019 гривен 31 копейки до 2214 гривен 82 копейки за гигакалорию. А для домов без счетчика даже самый высокий тариф 32 гривны 15 копеек за квадратный метр меньше харьковского. Еще один подобный пример в Чернигове. Высший тариф на отопление в этом городе самый невыгодный в Украине и составляет 2777 гривен 43 копейки за гигакалорию, но самый низкий меньше харьковского на 1000 гривен. Самые низкие цены на отопление в Черновцах – 1204 гривны 62 гривны за 1 гигакалорию или 27 гривен 90 копеек за квадратный метр. Немного дороже в Полтаве. Закарпатье – особый регион. Там вообще нет центрального отопления, так что местные жители обогревают жилье самостоятельно. В столице цены на отопление разнятся, как и в большинстве украинских городов. Но по данным Киевтеплоэнерго, в феврале 2025 года средняя стоимость тепла в городе составила 27 гривен 60 копеек за квадратный метр. Это меньше, чем в Харькове. Стоимость услуги по снабжению горячей водой в разных областях страны трудно сравнить из-за того, что в 8 областных центрах эта централизованная услуга вообще отсутствует. В Черновцах, Одессе, Житомире, Ужгороде, Запорожье, Крапивницком, Николаеве и Херсоне греют воду бойлерами или же газовыми колонками. Если сравнивать стоимость горячей воды в Харькове с теми городами, где она есть,
то здесь выходит, что она не самая маленькая. По подсчетам портала «Слово и дело» лидирует по этому показателю Тернополь, где одна стандартная горячая ванна обойдется потребителю в 12 гривен 89 копеек. За ним следуют Сумы и Черкассы, а потом только Харьков. Самая дорогая горячая вода в Луцке, Ивано-Франковске и Чернигове. В Украине цены на водоснабжение и канализацию с февраля 2022 года преимущественно остаются неизменными. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, с 1 июля 2023 года подняла тарифы на 20-30% для большинства водоканалов, но впоследствии отменила свое решение, поэтому платим как и до полномасштабного вторжения. В Харькове кубометр холодной воды стоит 16 гривен 3 копейки. И этот тариф, как и предыдущий, опять не самый низкий в Украине. А самая дешевая в Украине холодная вода в Луцке, где она стоит всего 12 гривен 20 копеек за кубометр. Вероятно, так волыняне компенсируют дороговизну горячих ванн. Также самые низкие цены на водоснабжение имеют Ивано-Франковск 12 гривен 90 копеек за кубометр, Черкассы 13 гривен 80 копеек за кубометр и Хмельницкий 14 гривен 10 копеек за кубометр. Харьков здесь в середнячках. А самая дорогая вода в Павлограде Днепропетровской области почти 40 гривен за куб. Что касается водоотвода, то Харьков со своим тарифом почти 8,5 гривен за кубометр самый дешевый в Украине. Поэтому утверждение городского головы о самой дешевой коммуналке верно только для канализации. На несколько копеек дороже водоотвод во Львове, а самые большие цены на эту услугу имеет облводоканал Запорожской области – 40 гривен за кубометр. В дальнейшем цены на коммунальные услуги в Харькове, как и в целом, будут зависеть от стоимости электроэнергии. Но в том же обращении к студентам городской голова Игорь Терехов пообещал, что благодаря так называемому энергетическому острову коммунальные предприятия Харькова будут иметь свое собственное электричество и не будут зависеть от посторонних поставщиков. К сожалению, мэр не привел стоимости электроэнергии, которую будут производить на этом острове, поэтому спрогнозировать дальнейшие изменения тарифов пока невозможно.